Речь идет о новозеландском богомоле, по-научному его называют Ортодера новозеландия. Он небольшой, ярко-зеленый, с синим или фиолетовым пятном на внутренней стороне передних лап. Это единственный вид богомолов, который в природе жил на островах Новой Зеландии. До определенного момента конкурентов у него не было вовсе. Он охотился на мух и мелких насекомых в садах, на кустах, на стенах домов, и местные жители к нему привыкли. А потом появился чужак. В 1978 в окрестностях города Окленд впервые заметили другого богомола, южноафриканский вид Миомантис кафра. Как он попал на острова, точно неизвестно. Скорее всего, его яйца прибыли вместе с завезенными растениями или грузом. Этот пришелец оказался крупнее, агрессивнее и куда плодовитее местного вида. Он начал стремительно расселяться по Северному острову. И вот здесь начинается самое странное. Обычно, когда один вид вытесняет другой, все решает конкуренция за еду или территорию. Кто сильнее охотится, тот и выживает. Но новозеландского богомола губит не голод и не драки. Его убивает влечение. Самцы местного вида, встречая самку южноафриканского пришельца, принимают ее за свою и пытаются спариться. А дальше происходит то, из-за чего ученые забили тревогу. Самка чужеземного вида съедает ухажера. Причем делает это не иногда, как бывает у многих богомолов, а почти всегда с вода. И часто еще до того, как спаривание вообще успевает состояться. Местный самец гибнет, не оставив потомства. Он отдал жизнь ни за что, потянувшись не к той самке. Именно поэтому биологи назвали это явление поцелуем смерти. Каждая такая встреча вычеркивает из будущего одного представителя древнего вида. И чем больше вокруг чужаков, тем чаще местные самцы совершают роковую ошибку. Как вышло, что инстинкт продолжения рода превратился в механизм самоуничтожения целого вида? Ответ кроется в химии, зрении и одной эволюционной ловушке, о которой стоит рассказать подробнее. Дальше сработала простая арифметика размножения. Самка местного богомола за сезон откладывает одну, реже две кладки. Самка южноафриканского вида откладывает до 10 кладок подряд, и в каждой может быть по 200 яиц. Это как если бы на одном поле встретились фермер, сажающий грядку раз в год, и завод, штампующий рассаду конвейером. Через несколько поколений пришельцев становится в разы больше. К тому же чужеземка не боится холода. Ее кладки, покрытые плотной пенистой оболочкой, спокойно переживают новозеландскую зиму, тогда как местный вид гибнет от мороза куда чаще. Ученые из Оклендского университета отследили расселение вселенца и увидели четкую картину. Там, где появлялся Миомантис кафра, численность Ортодера Новой Зеландии падала уже через 2-3 года. Но настоящую тревогу вызвала не сама скорость захвата. Биолог Грегори Холвелл, изучавший обоих богомолов, заметил странную деталь в поведении самцов местного вида. Они не просто проигрывали конкуренцию за территорию, они сами шли к чужачке. В экспериментах, где самцу Ортодера предлагали на выбор самку своего вида и самку пришельца, он нередко выбирал именно чужую. Это шло вразрез со всей логикой эволюции. Спаривание с чужим видом не дает потомства, только смерть. Оттачивавшийся миллион лет, вдруг стал вести самцов прямиком в пасть врага. Ответ. Холвелл искал в том, как богомолы вообще находят друг друга. У этих насекомых для поиска партнера работают два главных канала – запах и зрение. И оказалось, что незваный гость из Африки, сам того не зная, взломал оба. Но с южноафриканской чужачкой этот принцип дал сбой. Ее феромоны оказались настолько похожи на сигнал местных самок, что усики Ортодера Новой Зеландии принимают их за родные. Самец ловит запах, включает программу поиска и уверенно ползет на зов. Только зовет его не своя самка, а хищница другого вида. Это как если бы человек услышал в толпе голос близкого, обернулся на радостях и попал в западню. Второй канал, зрение, подвел еще сильнее. Богомолы охотятся глазами, и на близком расстоянии самец ориентируется именно на облик самки. Оба вида зеленые, схожего размера и формы, с одинаково вытянутым брюшком. Для самца, чей мозг настроен искать зеленую неподвижную фигуру нужных очертаний, чужачка выглядит вполне подходящей парой. Сигналы опасности он не считывает. Холвелл и его коллеги проверили это в лаборатории. Самцов местного вида запускали в контейнеры, где находилась самка Миомантис кафра. Раз за разом самцы приближались, совершали ухаживание и пытались забраться на нее для спаривания. В большинстве случаев дело кончалось одинаково. Самка разворачивалась и хватала ухажера передними лапами. Часто она начинала поедать его с головы, еще до того, как что-либо успевало произойти. Отдельно ученые измерили, насколько сильна тяга самцов к чужому виду. В опытах, где рядом помещали свою и чужую самку,
самку, значительная часть самцов направлялась к южноафриканке. Смертельный выбор совершался не по случайности, а систематически. Инстинкт, заточенный тысячами поколений отличать своих, впервые за миллион лет столкнулся с целью, которую не умел распознать как ловушку. Получилась ситуация, которую биологи называют эволюционной ловушкой. Сигнал, всегда означавший «здесь партнер и продолжение рода», теперь означает «здесь смерть». И чем больше вокруг чужеземных самок, тем чаще срабатывает этот ложный зов. Но оставался вопрос, который тревожил ученых сильнее всего. Почему самцы гибнут почти всегда, а не время от времени, как это бывает у большинства богомолов? Первым каналом оказался запах. Самки богомолов, готовые к спариванию, выделяют особые химические вещества – феромоны. Это своего рода объявление змена. Самец улавливает молекулы усиками и по нарастанию концентрации находит дорогу к партнерше. Каждый вид пользуется своим набором феромонов, как радиостанции работают на разных частотах, чтобы не мешать друг другу. Но с южноафриканской чужачкой этот принцип дал сбой. Ее феромоны оказались настолько похожи на сигнал местных самок, что усики Артодера Новой Зеландии принимают их за родные. Самец ловит запах, включает программу поиска и уверенно ползет на зов. Только зовет его не своя самка, а хищница другого вида. Это как если бы человек услышал в толпе голос близкого, обернулся на радостях и попал в западню. Второй канал, зрение, подвел еще сильнее. Богомолы охотятся глазами, и на близком расстоянии самец ориентируется именно на облик самки. Оба вида зеленые, схожего размера и формы, с одинаково вытянутым брюшком. Для самца, чей мозг настроен искать зеленую неподвижную фигуру нужных очертаний, чужачка выглядит вполне подходящей парой. Сигналы опасности он не считывает. Холвелл и его коллеги проверили это в лаборатории. Самцов местного вида запускали в контейнеры, где находилась самка Миомантис кафра. Раз за разом самцы приближались, совершали ухаживание и пытались взобраться на нее для спаривания. В большинстве случаев дело кончалось одинаково. Самка разворачивалась и хватала ухажера передними лапами. Часто она начинала поедать его с головы, еще до того, как что-либо успевало произойти. Отдельно ученые измерили, насколько сильна тяга самцов к чужому виду. В опытах, где рядом помещали свою и чужую самку, значительная часть самцов направлялась к южноафриканке. Смертельный выбор совершался не по случайности, а систематически. Инстинкт, заточенный тысячами поколений отличать своих, впервые за миллион лет столкнулся с целью, которую не умел распознать как ловушку. Получилась ситуация, которую биологи называют эволюционной ловушкой. Сигнал, всегда означавший здесь партнер и продолжение рода, теперь означает здесь смерть. И чем больше вокруг чужеземных самок, тем чаще срабатывает этот ложный зов. Но оставался вопрос, который тревожил ученых сильнее всего. Почему самцы гибнут почти всегда, а не время от времени, как это бывает у большинства богомолов? Местные жители, привыкшие к своему богомолу, стали замечать перемену. В садах Окленда, где еще в 80-х легко находили родной вид, в 2010-м он почти исчез. Энтомологи-любители, много лет собиравшие наблюдения, фиксировали одну и ту же картину. Количество сообщений о Артодера Новой Зеландии падало, а о Миомантис кафра росло. Ученые подключили к делу обычных горожан. В рамках программы гражданской науки жители просили фотографировать любых встречных богомолов и присылать снимки с указанием места. За несколько лет собрались тысячи наблюдений. Они подтвердили худшее. В зонах, где чужак прочно осел, местный вид встречался в разы реже, а во многих районах не попадался вовсе. Отдельная беда – кладки. Пенистые коконы южноафриканского вида, приклеенные к заборам, стенам и веткам, пережидают зиму целыми и весной выдают новое поколение. Кладки местного вида и малочисленнее, и уязвимее. Даже если летом уцелевшие ортодера успевают отложить яйца, весной из земли поднимается несопоставимо больше чужаков. Эта история не уникальна для Новой Зеландии. Острова вообще особенно беззащитны перед вселенцами. Местная фауна миллионы лет развивалась в изоляции, без давления агрессивных пришельцев, и потому не выработала защиты. Так уже случалось с новозеландскими птицами, которых уничтожали завезенные крысы, горностаи и кошки. Богомол просто повторил ту же трагедию, но в мире насекомых. Разница лишь в том, что здесь оружие захватчика не когти и не зубы, а собственный инстинкт жертвы. Местный вид не съедает в честной охоте, его выманивают. И к 2020-м стало ясно. Если ничего не предпринять, единственный коренной богомол Новой Зеландии исчезнет с Северного острова полностью, а следом и с Южного. Оставался последний вопрос. Что вообще может
можно с этим сделать, когда враг уже расселился по всей стране. Ученые разбили участки на квадраты и методично осматривали растительность, отмечая каждую находку и каждую кладку. Картина сложилась тревожная. Местный вид отступал неравномерно, а очагами. Сначала пропадал там, где плотность южноафриканца достигала предела, потом пустота расползалась дальше. Это напоминало пятно, которое расходится по ткани. Край чистой зоны с каждым сезоном сдвигался все глубже в те места, что раньше считались убежищем. Отдельно проверили высоту, на которой держатся оба вида. Чужак охотно занимает и нижний ярус кустов, и открытые солнечные места, как раз те, где местный вид грелся и подстерегал добычу. Прямого столкновения за одну и ту же веточку почти не происходило. Местный самец исчезал раньше, чем успевал вступить в спор за территорию. Его выбивала не драка за куст, а все та же смертельная приманка, расставленная по всему ярусу. Была и вторая линия исследования. Что происходит с добычей? Миомантис кафра прожорливее и хватает все, что шевелится, включая молодых богомолов собственного и чужого вида. Личинки ортодера, только вылупившиеся весной, попадали в рацион взрослых чужаков еще до того, как успевали подрасти. Получалось двойное давление. Взрослых самцов выманивали и съедали самки, а молодняк выкашивали как обычную добычу. Сложив данные из полей и из лаборатории, биологи получили ответ на давний вопрос. Почему опустение идет так быстро и так глубоко? Вид гибнет сразу на нескольких стадиях жизни, и на каждой у него нет защиты. Взрослые самцы идут на ложный сигнал, молоть съедают, кладки проигрывают в числе и стойкости. К этому моменту стало ясно и другое. Пассивным наблюдением вид уже не спасти. Каждый год промедление означал новые пустые кусты. И тогда прозвучало предложение, которое поначалу многих шокировало. Вмешаться напрямую и начать целенаправленно уничтожать захватчика. Именно этот план и вызвал главный спор. Главным оружием стали не яды, а те самые кладки. Пенистый кокон Миомантис кафра хорошо заметен. Бежевый комок размером с фалангу пальца на заборе, стволе или стене. Внутри до 200 яиц. Уничтожить одну кладку зимой значит не дать весной подняться целому выводку. Поэтому ученые и волонтеры стали прочесывать участки в холодный сезон, отыскивая и снимая коконы захватчика до того, как из них выйдет молоть. Отсюда и цифра, которая звучит жестоко. Чтобы сохранить местный вид, приходится уничтожать тысячи чужеземных насекомых и их кладок. Каждая снятая кладка – это 200 несостоявшихся хищниц, которые не выманят и не съедят ни одного местного самца. Арифметика та же, что и у захвата, только теперь работает в обратную сторону. Взрослых особей отлавливали вручную. Волонтеров учили отличать два вида по ключевому признаку. У местного богомола на внутренней стороне передних лап есть то самое сине-фиолетовое пятно, у чужака его нет. Ошибиться и убить последнего ортодера было бы катастрофой, поэтому определение вида стало обязательным навыком каждого участника. План вызвал спор именно из-за масштаба убийства. Одни возражали, что истребление тысяч живых существ ради одного вида – сомнительная этика. Другие отвечали цифрами. Если не вмешаться, исчезнет вид, живший здесь миллион лет, а южноафриканец не пострадает как вид, на родине его полно. Выбор стоял не между убивать и не убивать, а между гибелью одного вида и сокращением численности другого, которому ничего не грозит. Был у плана и второй, тонкий ход. Ученые предложили создавать участки, полностью очищенные от чужака, что-то вроде заповедных карманов. В таком кармане местный самец снова находит только своих самок. Ложный сигнал исчезает, эволюционная ловушка перестает работать. Вид получает передышку и шанс восстановить численность там, где его никто не выманивает в пасть. Оставалось проверить главное, сработает ли это на деле. Достаточно ли снять кладки и очистить отдельные участки, чтобы древний богомол начал возвращаться, или ловушка уже захлопнулась слишком плотно. Результат подтвердил расчет. Там, где чужака держали на нуле, самцы ортодера находили только своих самок, спаривались без риска попасть ни к тому виду, и численность коренного богомола переставала падать. Это стало главным доказательством. Вид гибнет не потому, что слаб сам по себе, а потому, что рядом расставлена приманка. Убери приманку, и древний хищник справляется сам. Полностью очистить два больших острова от южноафриканца нереально. Он расселился слишком широко. Поэтому стратегией стала не победа в войне, а сеть безопасных убежищ, заповедники, сады при школах и исследовательских станциях, изолированные острова, где чужака выбивают сезон за сезоном. В этих карманах коренной вид переживает нашествия, сохраняя генофонд до лучших времен. Отсюда и парадокс, вынесенный в самое начало. Чтобы спасти древних богомолов, Новой Зеландии действительно приходится убивать других богомолов, тысячами, вручную, сезон за сезоном. Звучит как противоречие, но за ним стоит холодный расчет. Один вид уникален и существует только здесь.
второй завезен случайно, и в мире ему ничего не грозит. История новозеландского богомола – наглядный урок того, как работает биологическое вторжение. Захватчику не всегда нужны клыки и яд. Иногда достаточно оказаться чуть похожим на местный вид. Настолько, чтобы взломать его древние инстинкты и превратить влечение в оружие. Миллион лет эволюции затачивал самцов ортодера искать зеленую самку с определенным запахом. И именно эта отлаженность сыграла против них. Стоило появиться почти неотличимому двойнику. Сегодня судьба коренного богомола Новой Зеландии зависит от людей, которые зимой обходят кусты и заборы, снимают чужие кладки и считают уцелевших. Пока держатся эти островки, держится и вид, переживший динозавров, но едва не павший от одного неверного объятия.